Всем доброго дня! Вы в гостях на канале Клоновидная яблоня Рената Исаева. И сегодня у нас интересное видео, в котором я вам расскажу о поливе, обрезке и подкормке абрикоса. 2020 год можно смело назвать годом абрикоса. В этом году был невероятно богатый урожай крупного абрикоса в моем саду. Сегодня у нас 29 июля 2020 года, урожай уже собран, и самое время отблагодарить наше абрикосовое дерево за богатый урожай, для чего необходимо его полить, подкормить и, конечно же, обрезать. Полный процесс летней обрезки одного из двух моих абрикосовых деревьев вы могли видеть ранее у меня на канале. Сегодня же речь пойдет о другом абрикосовом дереве. При проведении летней обрезки абрикоса необходимо руководствоваться некоторыми правилами. Летом удаляется прирост только этого года, и в большинстве своем случаев примерно на 50%. Обрезке подлежат следующие виды побегов. Во-первых, это волчки, растущие вертикально вверх. Во-вторых, побеги, растущие внутрь кроны, то есть загущающие крону. После окончания обрезки будет произведен полив с одновременной подкормкой. При проведении подкормки я соблюдаю некоторые правила. После 1 августа азотистые удобрения я не даю. Даю только сульфат калия и суперфосфат. У нас уже на дворе почти 1 августа, поэтому я, как сказал ранее, ограничусь подачей только сульфата калия и суперфосфата. Итак, солнце потихонечку садится, и мы приступаем к обрезке абрикосового дерева, которое у меня за спиной. Дальше произведем полив и подкормку. Итак, вот наше абрикосовое дерево. Итак, наверху характерный волчок, который мы и будем удалять. Итак, мы добрались до волчка, который нам надо удалить. Видите, он растет вертикально вверх. Итак, вот наш был волчок, мы его удалили. Итак, мы видим здесь клоновидную яблоню, видите, и веточка абрикоса, которая мешает росту клоновидной яблони. Поэтому придется вот от этой ветки абрикоса избавиться. Ну, теперь росту клоновидной яблони ничего не мешает. Ну вот у нас еще одна ветка, стремящаяся строго вверх. Мы ее ограничим на 50 сантиметров прироста этого года. Ну вот здесь, как видите, больше нет веток, которые растут строго вверх. Итак, показываю еще один волчок, то есть ветка, растущая строго вверх, от которой мы сейчас избавимся. Итак, вот такой волчок удален, вертикальный. Ну вот у нас одна ветка, которая растет внутрь кроны, то есть загущает ее. Будем от нее тоже избавляться.
Ну вот, собственно, и все. Вертикальных веток таких не осталось, кроме 2 или 3. Но вот видите, они на самом верху. И это ветки, которые летом удалять нежелательно. Лучше удалять их весной или осенью. Потому что они не этого года ветки. Они должны были удалиться прошлым летом или этой весной. Но я, к сожалению, их не удалил. Поэтому сейчас удалять летом их чревато для дерева, которое, ну, будет очень тяжело переносить именно вот обрезку таких толстых веток, одревесневших. Поэтому только весной или осенью. Ну а в целом обрезка у нас завершена, и мы приступаем к поливу и подкормке. Итак, обрезка произведена, и перед поливом и подкормкой хотел бы остановиться на особенностях полива плодовых деревьев. Этому дереву абрикосу около 9 лет, и в течение вегетационного периода оно должно поливаться не более 2 раз, даже учитывая астраханскую аномальную жару. Один раз оно уже поливалось в мае, я сделал глубокий полив, и вот сейчас, после того, как я собрал урожай, конечно же, его тоже надо полить. Но, повторяю, это будет заключительный полив и подкормка в этом году. К сожалению, многие садоводы переливают деревья, думая, что большее количество поливов идет на пользу плодовому дереву. К сожалению, это не так. Повторяю, если дерево старше 6-7 лет, оно поливается за вегетационный период 2 раза. Запомните это. Самое главное, чтобы полив был глубоким и влага дошла до мельчайших корешков, которые находятся у взрослого дерева на глубине 1 метр и ниже. Итак, вечернее время наступило. Обычно я поливаю и подкармливаю поздно вечером. Как уже говорил ранее, подкармливать будем суперфосфатом и сульфатом калия. Давайте начнем с сульфата калия. 2 столовые ложки. Теперь 2 столовые ложки суперфосфата. Ну вот такая у нас будет подкормка. Это, напоминаю, 2-я подкормка в этом году. То есть 1-я была в мае этого года, 2-я вот сейчас. Больше мы подкармливать в этом году не будем. Ну теперь давайте аккуратно засыпем эти места. Ну а теперь приступаем к поливу. Итак, начали свой полив. Про мой метод полива вы уже знаете. Вода вот только потекла. Очень слабым напором. Вот посредством стеклянной банки мы осуществляем полив. Покажу сейчас напор какой. Вот такой вот слабый напор, будет поливаться около 3 часов как минимум. Вот и на этом полив будет прекращен. Чем хорош этот метод полива? То есть, во-первых, он приравнивается к капельному, потому что он очень слабый напор. Во-вторых, у нас не размывается место корневой шейки, потому что вода преимущественно идет по кругу. В-третьих, у нас вода достигает мельчайших корешков корней, которые расположены на глубине 1 метр и ниже, а у взрослого дерева еще ниже. А как мы знаем, питательные вещества как раз ждут именно вот эти мелкие корешки, которые располагаются очень на большой глубине. Вот. Ну и таким образом мы можем делать свои дела, а полив продолжается своим ходом. И мы можем просто контролировать сам процесс, ну, примерно подходя раз в час и смотря, как у нас наполняется лунка. Итак, продолжается наш полив уже около 1,5 часов. Ну, думаю, через минут 40 полив можно будет закончить. Еще раз хочу вам напомнить о том, что после 1 августа азотистые удобрения в почву не дают. Дают только сульфат калия и суперфосфат. Почему это так происходит? Ну, потому что у каждого дерева есть свой вегетационный период, который когда-то заканчивается. Давая азот поздним летом или осенью, вы не даете ему уйти в спячку естественным образом. И в случае заморозков поздней осенью или зимой дереву может быть просто некомфортно. Поэтому всегда помните об этом.
В одном из своих очередных видео я обязательно остановлюсь на особенностях подкормки плодовых деревьев в течение вегетационного периода. В этом же видео ограничимся особенностями полива плодовых деревьев. Итак, мы закончили полив и одновременную подкормку плодового дерева абрикоса. На это ушло у нас 2 часа 10 минут. Напоминаю, это был второй полив и вторая подкормка дерева абрикоса в течение вегетационного периода. На этом заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.